Всем привет, меня зовут Данил Дубов, вы на канале Team Spirit Chess, и сегодня для меня собрали партии разных известных блогеров и стримеров, чтобы мы их вместе посмотрели и нашли какие-то ошибки. Первая партия — это партия двух блогеров Людвига, это даже не блогер, это стример, господи, кто эти люди? Людвиг XQC, ну Людвига я, кстати, знаю. Ладно, допустим, да, ну... Дебюты эти ребята выучили. Я помню, что если серьезно, на самом деле, ну, понятно, что я знаю, кто такие. Они были оба в, мне кажется, PogChamps шоу на Ческоме. Кто-то был, по-моему, в команде Накамуры, кто-то был в какой-то еще. Людвиг, по-моему, вообще с Магнусом хорошо общается. То есть эти ребята быстро довольно прибавили. Да, пока партия идет нормально. Фигуры поменялись. Слон G4, ладья E1. Конь А6, ну вот конь А6 первая такая грубая ошибка, да, то есть ходом ладья Е1, белый на самом деле готовит какое-то отступление слона, ферзь будет на той же линии, что ладья, то есть после конь А6 можно было отступление слона сместить со взятием, да, и теперь слона не забрать, потому что ферзь под боем, черным придется просто уходить ферзем, белые выигрывают коня. Но последовал пока какой-то пас, черные побили на F3, ушли ферзем, да, то есть угрозу по линии Е черные заметили. Слон G4, F5, слон F3. Кстати, хорошо белые пошли, на самом деле вызвали F5, теперь пуля E6 слабая. То есть вот здесь, ну это понятно, что уже там для любителей сложно, но вот здесь как можно было пойти ладья E6, белые, наверное, получали заметный довольно перевес, да, то есть вот для этого имело смысл F5 вызывать, и теперь там где-то висит на B7. Белые пойдут, по-моему, ладья E1, наверное, большой перевес был. В партии белые побили на Е8 и поменяли ладьи. В принципе, нормально. Тут не был дан какой-то шаг с Е6. Ну, видно вот вообще, что какая-то проблема у ребят с вот именно такой как бы геометрией больше, чем на 2-3 клетки, да? То есть вот это там линия Е, белые один раз не заметили, что где-то вскрывалась ладья, второй раз здесь, в принципе, ну, длинный ход ферзем, действительно, как бы, да, белые пока просто король H2 сыграли. Зато, видимо, белые причем поставили ловушку, что если забрать любую пешку, то мат. То есть это как бы белые видели. Немножко нелогично, черные тоже заметили. Ну, в целом не ставьте такие ловушки, друзья. То есть если у вас нападают на две пешки, и вы подчеркнуто пасуете и обе оставляете под боем, люди могут что-то заподозрить, да? Если вы хотите так ставить ловушку, защитите хотя бы одну. То есть уже если мы говорим про какое-то такое... хаслерство, да, но уже лучше А3 пойти, типа эту мы защитили, решили отдать эту, и вот здесь уже мат, то есть тогда пешку, может, заберут. Но когда ты оставляешь под боем 2, как бы обычно люди что-то замещают. G4. Да, теперь ферзь E8. И почему-то обратно. Не совсем понятно. Почему? Видимо, ферзь F4 шах. Увидели белый ресурс. Конь B4G, в конь бьет D5. Взяли. Ферзь C2. Теперь появляется идея вскрытого шаха. Да, вот скрытый шаг белые дают. Король G8. Ну, на самом деле мало это помогает. Наверное, можно было и G6 пойти. Вероятно, черные выигрывали. Король G8, в принципе, тоже должно быть недурно. Да, ферзь E5, ферзь бьет F6, белые зевнули. Кстати, еще жестче было, конечно, поменять ферзей. То есть там пешные совсем выигранные. Но и так хорошо. Черные забрали пешку. Отдали пешку. Партия продолжается. В этом момент у них было по минуте. Как-то у белых снова... Так, появились шансы на ничью, потом черным что-то все зевнули. То есть белые напали на пешку. У черных лишняя пешка, по-прежнему можно было как-то терпеливо на 7 защитить. Можно было, наверное, и как-то так попробовать. Ну, в общем, когда у вас лишняя пешка, как правило, лучше ее сохранить, еще лучше выиграть еще одну. Как бы отдавать две пешки вместо этого нежелательно. То есть белые отдали одну шахом. Нужно было, наверное, уходить королем. Да, черные предложили размен ферзей, можно было просто побить, и неожиданно лишняя пешка в пешном маншпиле уже у белых, и можно сдаться. Последовало ферзь бьет b6. GH, да, и король h2, белые зевнули ферзь h2 мат. Блин, ну вот это, конечно, довольно напряженная концовка. То есть надо было, конечно, ходить уже хорошо или плохо, или надо было ходить король f1, ну правда плохо, да, наверное, h2 и ферзь g1. Так, ну ладно. Окей, переходим к следующим партиям нашей подборки. И следующий фигурант нашего дела Серега Пират черными. Давайте, да, Е4, Е5. Два хода Серега держался отлично, но теперь последовало H6. Если делать какой-то странный ход, лучше уже D6 тут ходить скорее. Так играл
на днях Фабиана Корона. В принципе, ход интересный, с идеей f5. Ну ладно, значит, было h6, d4, ед, конь d4, ферзь f6. Как-то совмещает Серега такое пренебрежение дебютными принципами с каким-то знанием, видимо, небольшим дебютной теории, потому что идея с ферзь f6, вот она есть в такой позиции, действительно, в шотландской, причем идея, ну, такая, мало кто ее на любительском уровне знает, ход на самом деле интересный. Тут получилось так, что черные сделали еще ход h6 пока, и потом делали то же самое, ну, теперь понятно, что включение в пользу белых, то есть конь b5, например, здесь было хорошо, белые побили на c6. Что и в этой редакции, и в той, в принципе, для черных не дурно. То есть можно бить. Можно, если вы любите играть на ловушке, можно пока забыть забрать коня. И если конь уйдет, то на самом деле поставить мат, попытаться. Да, ну в общем, Серега побил bc. Это, наверное, с точки зрения стратегической взятия не лучше. Ну ладно, какие-то такие уж совсем сложные нюансы мы, наверное, не обсуждаем. Слон e3, опять же, лучше убирать слона было, если мы не хотим бить, то лучше было на b6 пойти. Пират уходит на d6, ну, можно и так, но вообще после f4 становится совсем грустно. Слон b4, e5, ферзь h4, но, по крайней мере, вот от всех прямых угроз черные защищаются, да, то есть, когда фигура под боем, а фигура из-под боя уводится. Ну, и f5 тут выигрывал совсем, наверное, но, ладно, значит, ферзь f3 пока. Конь f5 наш пошел, и ферзь e7, то есть, черные так немножко перекрутились, позиция остается грустной, но, опять же, фигур поровну, это, наверное, самое главное. Можно было забрать на c6, но... Ладно, de, g4. Вот белые наконец-то переходят к решительным действиям, да, и, в принципе, выигрывают коня, потому что если конь уйдет, то ферзь h7 мат. Мат, в принципе, старше коня, поэтому лучше отдавать коня. А, и в партии так и было. Ага, Серега все-таки все время защищал как-то какие-то пешки, фигуры, и в итоге решил не отдавать коня, но допустил мат. Ну, не идеальная партия, что сказать, посоветуем Сереге, видимо, не быть таким жадным. Лучше отдавать пешки или фигуры, чем получать мат. Так, и следующая наша партия Слава КПСС против Моргенштерна, пожалуй. Слава играет белыми. Так, ну тут у меня наконец какая-то партия, в которой у меня есть личный интерес. Со Славой КПСС мы чуть-чуть знакомы, там играли за одну команду, и в целом очень приятный парень. С Моргенштерном мы не знакомы, и нет ощущения, что он приятный парень. Так что, да, d4, конь f6, конь c3. Белые так настаивают на дебюте 4 коней, в принципе, хорошо, наверное, de. И здесь как-нибудь там слон c4 или ферзь d5. Неплохо и d5. Но Слава, видимо, выучил, что можно играть конь c3 и d4, поэтому свел позицию понятно ему. Так, ну черные связали коня, белые от связки защитились. Опять же, теоретический ход тут конь бьет e5, но не будем слишком строги. ед, конь d5. Ну, как бы последовательно. Белые так полузевнули, полупожертвовали пешку. Черные в ответ зевнули фигуру. Пока в пользу белых складывается борьба, да, то есть на самом деле, ну, слон тут был под боем, надо было как побить просто. И, я не знаю, там рокировку или d6 какой-то ход сделать. Все было нормально. Да, последовало конь бьет e4, слон бьет b4. У Славы личная фигура, ура. Конь d4. Ой-ой-ой, так, что случилось? Почему? Все же хорошо. У нас личная фигура, можно было делать любой ход. В том числе конь бьет d4. А, теперь Слава, видимо, понял, что если забрать коня, то как бы есть ход c5, и это вилка на двух коней. То есть у белых довольно много способов тут как-то фигуры защитить. Там ферзь, я не знаю, d3, например, да. Но... Ну, правда, как это, да, то есть это типа взял, и конь e2, да, наверное, да. В общем, это сложно, видимо, Слава немножко занервничал, поняв, что есть проблемы, и сыграл ферзь e2, пока связал коня. Своего коня, правда, ставил под боем, его забрали. В итоге первый раунд завершился с лишней пешкой у черных, но так, видно, что это только начало битвы, значит, ферзи поменялись, и возник такой эндшпиль. Слава делает длинную рокировку. c5 немножко торопливо, ну ладно, ход, в принципе, не под бой. Пешку d6 черные вряд ли по своей воле сдали. И белые... Вау, вот это, кстати, здорово. То есть
Странно, я у Славы еще обратил внимание еще на этом нашем проекте совместном, у него как-то странно сочетаются грубейшие зевки с где-то реально глубокими позиционными идеями. То есть вроде только ты начинаешь думать, что я буду комментировать партию в жанре, что там не пошел под бой, молодец. Как здесь на самом деле, ну интересно, кто делает какой-нибудь бассейн. То есть идея в том, что тут очень важна линия D, да, это там одна из двух открытых линий, и линия E там явно как бы трудно ее будет использовать. То есть белые напали на черную ладью, белые пытаются вынудить размен, черные как раз побили, чтобы потом своей ладьей внедриться на D7 и как бы создать какие-то там угрозы по седьмому ряду. И, собственно, так и получается. Ну, стоило здесь там конь d6 пойти, но, в принципе, сама идея позиционная классная. Пока с отрывом вообще самая глубокая позиционная идея, мне кажется, на всю подборку, если мы говорим про стримеров и блогеров. Интересно, кстати, Славу КПСС наши ребята воспринимают как стримеры или блогеры, или кто он? Наверное, стример, да? Да, конь f5, в общем, белые съели все пешки. Перешли в пешный эндшпиль и, видимо, я надеюсь, уверенно, без событий победили, может быть. Да, c3, черные сдались, ну супер партия. Ну, Слава, кстати, да, Слава учился, я знаю, в физмате, по-моему. Видно, что, в общем, руки помнят. Молодец. Классная партия, особенно я выделил, ну, классная партия некоторых гипербола, но на самом деле вот здесь действительно классная идея. Конь b7 по любым меркам реально очень талантливо сыграно, да, то есть такой необычный способ борьбы. Конь вроде в угол почти куда-то идет, но на самом деле это такой способ борьбы за линию D. И даже если черные здесь бы сделали лучший ход ладья d5, даже здесь белые побьют, пойдут ладья d1. И даже здесь эта ладья, в принципе, может дойти до d7, там можно как-то пешку пожертвовать, конь d6 пойти. То есть даже так, наверное, можно играть. Хотя лучше, опять же, лучше пока, наверное, пешку защитить. Так или иначе, партия интересная. Дальше мы видим, как Максим Амариев играет с черными против Крамлинг. Очень обидно, кстати, что ребята... Ну, это вот уже, да, такой поколенческий момент. Что смешно, что когда говорят там про шахматы сейчас, ну, как бы очевидно, когда говорят Крамлинг, это такая Анна Крамлинг, она из Швеции, она кандидат в мастера, она популярный блогер, она там стример, она на контрактах, она снимает видео для Ютуба. И, в общем, Крамлинг это она. Но так-то вообще-то для людей моего поколения, вообще-то у нее есть мама, которая там, ей, по-моему, 50 лет, она мужской гроссмейстер, абсолютно легендарный, там для всех профессионалов как бы абсолютная такая прям икона игры, икона шахматного долголетия, но сейчас народ, что просто Крамлинг это вот эта молодая девушка, про ее маму уже никто даже не знает. Мне просто нравится, что та периодически снимает даже видео своей мамой, и там вот куча комментариев из серии, что вау, у тебя мама знает, как ходит конь. Мама знает вообще-то немало довольно. Так, ну ладно, тут Амариев h5, h4 пока. То есть как раз я сильно подозреваю, я поскольку представляю себе силу Амариева и силу Анны Крамлинг, я думаю, что вот эту партию Амариев, наверное, выиграл. А вот матч как бы Амариева с мамой был бы очень тяжелым, мягко говоря. То есть там мама это просто мужской сильный гроссмейстер. И, в общем, могла бы так не пожалеть. Да, ну, черный как ставит коня на c5, ходит b6, в принципе, то есть после h5, h4 черные так более-менее здраво позиционно играют. Ну, Макс вообще на самом деле играет неплохо довольно. Как бы настолько сильный перворазрядник, что, может быть, даже в Блиц поборолся бы с мамой на Крамлинг, я не знаю. Но шутки шутками, понятно, что намного лучше Крамлинг он играет в этой партии и по жизни вообще, да, то есть еще одну ошибку белые совершают, ставят пешку на А3, допуская А4, теперь белые никогда не могут пойти b4 из-за АБ, и так как бы игру на ферзевом фланге белые себе подрезали, поэтому надо что-то делать на королевском, конь d2, белые, наверное, готовили f4, черные ходом конь h5 как-то этому препятствуют, тут был какой-то там талантливый ход g5, но это с другой стороны для Макса, наверное, тоже довольно сложно. В общем, конь h5 логично, побили, f4, ef слон бьет f4, то есть белые провели действительно f4. Проблема в том, что как бы теоретически белые должны где-то начать давить по линии f, или там e5 провести, практически просто, видимо, ни того, ни другого не случится. Черные могут где-то даже длинную рокировку попытаться сделать. Ферзь выходит на g5, ходит на g3, да, ладья идет на g6, ну... Так,
как бы необязательные действия, наверное, какие-то со стороны Макса, как бы не обязательно было все зевать. Здесь, в принципе, после Е5 у белых, наверное, объективно большой, прям уже совсем перевес. Но, на самом деле, даже здесь эндшпиль у белых лишняя пешка. Так, в долгую у черных, конечно, есть какая-то надежда. Конь может перейти на Е5. Партия была конь F5, слон F5, ЕФ. Это, кстати, мне не очень нравится, и компьютеру тоже так совпало. F6, почему-то G6, я не знаю, почему не победить GF. Пойти ладья G8. Но Макс ходит G6 и допускает ладья E7 шах. Так, я начинаю думать, что вообще-то эту партию Макс мог и проиграть. Конь B5, конь А6, ладья бьет F7, ладья B3. Ой-ой-ой, так можно было пойти ладья F8, забрать и пойти F7. Да, Макс, конечно. Это ты еще с младшей играешь, это ты еще со старшей не играл. Конь бьет D6 было загнуто. Так. E7, ладья H8, конь бьет C7. Белых абсолютно выиграно, то есть если белые сейчас спокойно выиграют, комментировать особо нечего. Ладно, ладья 8 немножко нервно, допустим. F7. Шах, шах, шах. Так, забрали на А3, но может быть все-таки сдаться. Да, белые победили. Ладно, Анна Краминг. Ты играешь лучше московского блогера, судя по всему. Да, странно, то есть на старте на самом деле белые играли очень плохо, то есть черные легко переиграли. И где-то вот до сюда я, честно говоря, был абсолютно уверен, что Макс партию легко выиграл. И то есть, ну вот здесь реально дай шах, раз как мы обсуждали, дай шах, сделай где-то там длинную рокировку, например, здесь. И как бы постепенно выиграешь, да? Но как-то была зёбнута пешка G3 через ход. Ну или здесь поменяй тоже. Видишь, шейк-блогер, как вот раньше была поговорка с молодежью в эндшпиль. Тут вот как бы альтернативно, что да, вот видишь шейк-блогер, поменяй с ним ферзей. Все будет нормально. Но Макс как-то, поскольку сам блогер, видимо, решил ферзей оставить. Тут как-то уже надо было конь d3 ходить. Ферзь g3, ладья g3, но это уже сложно. То есть и дальше, в общем, проблемы черных только приумножались. Но да, надо признать, победила западная школа. Я, честно говоря, думал, ну ладно, Макс, у него же такая борода, должен выиграть. Но нет, не получилось. Так, следующая партия нашей подборки. Что это? Ага, следующая, да, партия, мы переходим к дотерам. Это партия Етора, да, по-моему, должна быть. Видимо, да. Наш играет белыми. Вперед. Е4, конь F3, D4. Да, ну, белые делают все хорошо, так особо комментировать тут нечего. Черные пока играют странно. F3. Ну вот F3 первая ошибка, то есть на старте, как правило, все разумные ходы выглядят схожим образом, как и все счастливые семьи, да, похожи друг на друга. Надо где-то пешки и фигуры ставить в центр и быстренько фигуры развивать, то здесь по той же логике, ну, можно было слона, например, развить, да, у нас конь под боем, можно было пойти слон G5, сделать развивающий ход. Если там не хочется так ходить, но можно, я не знаю, побить и сделать какой-нибудь ход слоном, потом сделать рокировку. Вообще такая первая ступень как бы шахматной партии, это развить фигуру и сделать рокировку, потом можно подумать. Ну, партия последовала F3. Я логику хода понимаю, да, то есть конь защищен теперь. И черный проходит мимо, наверное, ферзь H4 шах. Здесь. Ну, ферзь H4 там на любительском уровне сложно, но... да, вот партия была слон D7, C3, то есть мне вот на уровне D не нравится, что опять, ну, стоило как-то вот развиться, раз уже с нами так играют, там, развиться, да, там, сделать рокировку, начать думать про чужого короля потихоньку. Следовало C3, конь C6, слон E3. Ферзь Е7. И какая-то началась активная фаза партии. Белые побили на С6, черные разразились комбинацией ферзь бьет Е4. Ну, ход хороший, да. Черные съедают пешку. Нет пока фигуры, но под боем и слон и конь у белых что-то придется отдать. Да, ферзь d4, ферзь бьет С6 отдали коня, слон d3, ура. Вспомнили про развитие. 3-0, да, и тут такой кабаний удар, ферзь бьет А7 мы наносим. Ну, да, удачно сложилось, в общем. Не обязательно было делать длинную рокировку. Теперь грозит ферзь А8 мат. Следовало b6. Тут, в принципе, слон А6 как бы вело к мату через ход, да, можно побить ферзь бьет b7. Это мат, можно побить слон бьет b7. Это мат. Более того, для эстетов можно пойти ферзь А8, и ферзя нельзя брать из-за связки, поэтому это тоже мат. Но была идея получше. Слон бьет b6 наш бьет. ЦБ.
Все, что я сказал про ход слона 6 по-прежнему в силе, но просто, видимо, это как раз где-то мы уже обсуждали, видимо, геометрия вообще вот этих длинных ходов, она часто ускользает от начинающих игроков, то есть это я замечал много раз. Причем особенно если ферзем люди все время ищут вот какой-нибудь такой хитро выдуманный ход, то как-то слоном это не так очевидно. Хотя вот интересно, да, устроен вот человеческий мозг. То есть вот тут человек бьет, слон бьет b6. Ну вот мат, это же ход вот с соседним слоном просто ровно симметричный по соседней диагонали. По соседнему, я не знаю, меридиану, да, можно сказать. Но нет, как-то не покорилось. В общем, ферзь a6 Ятора сыграл. Король черных вышел на d6, черные играют на победу, ладья d1, я e8 шах, король f1. То есть вот обратите внимание, мы в итоге так и не сделали рокировку, о чем мы уже как-то начинаем жалеть. Черные как-то сделали рокировку так, что сразу им ферзь бьет a7, побили и под мат. То есть не стоит ставить перед собой каких-то, ну, непосильные задачи, да, надо откладывать на вторую половину партии там, или даже вообще на концовку. Для начала надо просто как-то аккуратно рокировать. Так, тут нам зевнули вскрытый шах. Приятно. Мы забрали ферзя. Ладья d4, ход хороший. c4, ну, можно было пойти король f2 и просто выйти и как-то дать мат, наверное, потом. c4, в принципе, портит мало, но мы оставляем ладью под боем. И это немножко нежелательно, но на слон c4 вот наш как раз исправился, то есть на король f2 уже король бьет d4 было бы совсем неприятно, но на слон c4 ладья c4 белые бьют, это, конечно, правильно. Теперь, сам того не заметив, да, Ятора, кстати, хитрую комбинацию организовал. Ферзь a4 шах, ферзь бьет e8 можно было побить. Но ферзь e8 вот опять такой длинный ход, чуть сложная геометрия, поэтому попроще. Ферзь c2. И, ну, на самом деле тоже белые сохраняют решающий перевес. Тут мы не забрали слона, видимо, потому что считали, что нам мат. Хотя на самом деле поле e1 ферзь контролирует, но это опять вот та самая геометрия. Но, да, по крайней мере, ну, на самом деле белым тут немножко повезло. То есть идею черных действительно наш игрок правильно понял и решил королем от греха подальше свалить. Вот поэтому в целом, друзья, как-то рокируйте быстро и горе знать не будете. Наверное, тут ладья e3 шах было, мягко говоря, неприятно. Но нам все-таки отдали этого слона. Со второй попытки мы его забрали. Нам отдали ладью. Отдали еще одну. И дальше, в общем, как-то мы победили, да. Черные сдались. Видимо, из-за угрозы ладья 1 мат. Линейного мата, да, интересная партия, но тут как бы я в каком-то смысле завидую начинающим шахматистам, да, вот кроме шуток, чем ты хуже играешь, тем на самом деле проще тебе прибавлять. То есть можно решать задачи, можно читать книжки, можно там учить дебюты, можно просто играть нон-стоп. Ну, тут вот если что-то выделить, да, конечно, я бы посоветовал как бы обоим игрокам и особенно нашему, да, порешать какие-то вот задачки там на какую-то одноходовую тактику, чтобы просто лучше геометрию увидеть. То есть, ну, например, вот здесь вот самый, конечно, характерный пример. Ну, это такой супер смешной баг, да, то есть вот слон a6, в принципе, матует. Просто, ладно, ты вообще не видел, но ты видишь как бы абсолютно симметричный ход, вот просто по соседней диагонали его делаешь. То есть вот чтобы как раз таких глюков не было, надо просто немножко решать задачки. Или можно их не решать, если такие глюки для тебя не проблема. Что, честно говоря, думаю, к большинству любителей и относятся. Так, следующий у нас Silent, это наш Dota тренер, да? Играет эту партию, видимо, черными. Сицилианская. Вау, это, кстати, уже продвинутый такой уровень. Так, я сам черными собирался играть. То есть имеет смысл такая жертва пешки за белых на сицилианскую, и имеет смысл сразу возвращать ее обратно так ходом e5. Только на комби d4, как было в партии, лучше ходить конь f6 сразу. И здесь как-то ходить слон b4. Но сама интенция правильная, да, то есть обратите внимание, вот более сильный игрок, там у него рейтинг выше, сразу он начинает фигуры развивать, да, он бьет на d4, ладно, конь f6, слон e7 и рокировка. Вот человек играет по вот озвученному только что скрипту, да, что для начала сделаем рокировку как можно быстрее, потом разберемся. d6, слон e6 тоже очень логично, да, вот неразвитый слон и две ладьи, но сначала выводятся легкие фигуры, поэтому сначала слона, ладья e8, да, ладья тоже как-то входит в игру, там объективно по-хорошему умнее тут, наверное, побить, как-нибудь там конь d7, ладья e8, слон f6, но ладья e8, но в плане логики ход хороший, да, сейчас где-нибудь следующий ход, чувствую, будет ладья c8, вот он, да, то есть вот так уже надо играть на любительском уровне, реально здорово.
здорово черные играют, то есть просто все фигуры развили, теперь начинаем думать, да, вот теперь конь g4, то есть обратите внимание, первый активный ход в партии, прям куда-то вперед, черные делают только после того, как развиты все фигуры. Нравится мне, как Сайлент играет, коня на слона меняет, и вот ему зевнули ладью. Вот все как бы гениальное, просто проще надо быть. Белые напали на мат, это был их, наверное, лучший шанс в партии, но наш игрок заметил. Ладья вернулся обратно. Е5, кстати, талантливо белые подкрутили. Можно было и ферзь h6 тут как попробовать. Бить ферзя нельзя из-за связки. Висит на h7, но ладья бьет d3 тут проще всего. И причем, если забрать ладью, то связка нарушена и ферзь уже под боем. В партии белые напали на h7 ходом ферзь e4. Тоже, на самом деле, поспокойнее было, конечно, ладья бьет d3 побить. Но в партии черные сыграли ферзь f7. Допустили ферзь h7, король f8. Ну, позиция абсолютно выигранная остается. Ничего как бы страшного. Да, король e7, пользуясь тем, что ферзь под боем. Черные это заметили, а белые нет. И, в общем, мы одержали убедительную победу, я смотрю. Да. Ну, тут партия вообще отличная. Тут я, честно говоря, даже не знаю. Трудно что-то посоветовать. То есть, просто хорошо человек играет. На любительском уровне Сайленту советовать нечего, да. Если вдруг какой-то переход в профессионалы состоится, там можно как-то связаться. Но вот на самом деле, я в принципе, когда вот каких-то совсем начинающих учу играть, это вот примерно то, чего я пытаюсь добиться. Что вот на старте, чтобы все ходы были развивающими, не надо делать больше одного хода одной фигурой. Без надобности быстро сделайте рокировку, быстро выведите всех как-нибудь. Сначала коней, потом слонов, там потом ладей. И потом уже начинаете думать. То есть, как правило, если вы все это сделали, у вас уже позиция хорошая. Там иногда уже до победы 3 хода остаются. И здесь примерно так получилось. Ну и давайте на закуску посмотрим партию, раз уж мы посмотрели Анну Крамлинг. Давайте посмотрим партию двух сестер Ботес. Все профессионалы как-то им то ли завидуют, то ли очень их ругают. И как-то большинство из нас при этом не потрудилось особо, мне кажется, ознакомиться с их творчеством, особенно с творчеством младшей, по крайней мере, потому что если Александра Ботес до того, как стала известной, да, она в шахматном мире, в принципе, светилась, то есть она играла за сборную Канады на Олимпиадах, мы прямо понимаем, кто это такая и как играет, тут белыми она играет. Андреа Ботес, я, честно говоря, ее существование не знал, пока не выяснилось, что они живут под одной крышей и, в общем, под одной камерой. Да, значит, Е4, С5, С3. Александра Ботес играет надежно. Ну, она, кстати, серьезно относится ко всему, что делает. То есть она в этом смысле, как стример, она, конечно, не типичная. То есть к ней, если кроме шуток, я отношусь очень уважительно. У нее и образование блестящее, и подходит она очень основательно к этим стримам. И в покер она, кстати, то есть у нее контракт был там один, сейчас другой. Она тоже играет очень прилично, причем она, я знаю, что работает над игрой. То есть она видно, что просто талантливый реальный человек. Про сестру ничего не могу сказать, ни хорошего, ни плохого. Если бы очень хотел, мог бы что-нибудь сказать, наверное, плохое, но как бы не буду. Тем не менее, пока это не просматривается. То есть вся вот эта серия ходов с ферзь b3 начиная. Ну тут вот тоже простая закономерность, друзья. На самом деле, если вы не уверены, если вы плюс-минус начинающий шахматист, вот сначала надо развивать фигуры легкие. Вот пойдите конь а3, пойдите конь d2. Пойдите там на любой ход, сделайте какой-нибудь ход слоном, сделайте рокировку. И только потом трогайте ферзя. То есть не надо как бы... Ферзь в последнюю очередь входит в игру. Это, в принципе, самая сильная фигура. Не надо ее там отправлять под все бои без поддержки, да? Даже тут белые как-то прыгнули. В итоге 2 хода ферзем немножко в никуда. Черные пока развили фигуры. Ну вот ферзь переходит на h4. То есть идея типа была у Александры Ботес, что как бы ферзь на h4, если будет переведен, черный сделает рокировку, он как бы близко к черному королю. На самом деле все равно ни одной идеи, ничего особо не происходит. h5 черные играют, чтобы идей стало еще меньше. Конь bd2, слон d5, h3, e5, ладья d1. Ну вот более-менее развитие завершается с обеих сторон, да. Ладьи встают на d1 и e8, более-менее нормально. Конь b3, b5. Ладья d2, то есть белый тоже типичная идея, если одна ладья выведена, в принципе в идеале, если она стоит на открытой линии, часто неплохо поставить 2 ладьи на одну линию, да, то есть вот она, то что у нас называется, сдваивается по линии d. Черные почему-то ходят слон f8, трудно сказать. Конь g5, слон e7, слон переводится на e7, да, в этом была, значит, идея, чтобы как бы как-то там исподволь смотреть на ферзя на h4.
Ферзь это как-то тоже чувствует, уходит на g3. c8, f3. Но вот на самом деле до этого момента белые как-то переигрывали по меркам прям профессиональным. То есть как-то белые чего-то добились. Можно было как-то а4 тут ходить, можно было c4 может пойти. Вот, но так, реально по меркам игры любительской все нормально у черных. То есть все фигуры развитые, ничего не зевается. Ферзь f2, a5. F4, ну вот белые подготовили какую-то идею, что как бы ладьи далеко ушли от короля, да, там другие фигуры тоже далеко ушли, сейчас белые будут пытаться F4, F5 как-то вскрыть позицию и выиграть. Значит, А4, там пока с той стороны какая-то контратака, ФЕ. Ну вот начинается обмен ударами, то есть на самом деле в хорошей игре обычно так и бывает, если все хорошо расставили фигуры, и фигуры еще, в принципе, сконцентрированы на противоположных участках доски. Обычно как бы на одном кто-то начинает выигрывать, а на другом проигрывать, да, то есть тут белые явно прорываются на королевском, тут А4, АБ какая-то пошла игра. Тоже слон F4, конь Е4, какая-то красивая тактика, конь Е4, ферзь Е4. По-прежнему остается под боем конь, но по-прежнему здорово стоят ладьи по линии D. Конь D4, конь переходит в центр, слон C5, слон G5, ладья E8, ну ладью напали, ладья уходит из-под боя. Слон d3, слон бьет d4, cd, ферзь d5 тоже. Теперь у белых два слона за слона и коня, что как бы хорошо. Но зато пешка d скорее, наверное, слабая, чем сильная. То есть позиция остается, ну компьютер дает белым перевес, но на самом деле позиция остается по-человечески неясной игровой. И вот здесь, да, здесь типа решающая ошибка, ферзь бьет а2, жадность немножко сгубила известно кого. Даже теперь после d5 как раз эта линия снова, то черный вынужден эту пешку бить, что придет к вскрытию линии d, а там как раз эти ладьи уже заряжены. Поэтому когда слон уходит, причем слон не просто уходит, слон бьет очень важную пешку. И ферзь под боем сразу двух ладей, в общем понятно, что это большая-большая проблема. Ферзь e6, слон f5, а вот теперь реально на высоком уровне можно сдаться. Причем тут как бы я знаю, как играет старшая БТС, реально можно сдаться и с ней. Абсолютно... Думаю, что никаких шансов дальше не было. Белые съели коня и сохраняют при этом атаку. В партии Мистера Биста, может, этого было бы мало. Или в партии Моргенштерна, но... Батес все-таки в прошлом профессионал, поэтому... Да, поэтому дала мат. Хорошая партия. Ну, кстати, интересно, обе играли. Надо признать, младшая тоже, в принципе, играла очень здраво. Как я понимаю, это партия в Блиц, и черные реально очень достойно играли и рассыпались только... Ну, только вот этим взятием на А2, таким жадным, да, но это для Блица, в принципе, вполне понятно и простительно. А мы на этом свой обзор завершаем. Друзья, болейте за Team Spirit, смотрите Team Spirit Chess и до новых встреч.